В одной далекой деревне, спрятанной между холмами и густыми лесами, жила старушка по имени Прасковья Петровна. Она была вдовой в возрасте и уже много лет не покидала своего маленького домика, который стоял на окраине деревни. Пожилую женщину в деревне никто не любил. Местные дети смеялись над ней, обзывая ее старой колдуньей, а взрослые часто сторонились, шепча за ее спиной нелестные слова. Прасковья Петровна редко выходила на улицу, но если она все-таки появлялась, ее окружали насмешки и злые шутки. Женщину часто называли бедняжкой, утверждая, что она забыта всеми и детьми, и родственниками. Из-за своей скромности и старости Прасковья не могла постоять за себя. Она лишь молча принимала все унижения, хотя в ее глазах иногда можно было заметить легкую грусть. Но однажды все изменилось. Как-то вечером в центр деревни приехала машина с мигалками. Это была большая черная машина, от которой исходил такой авторитет, что все замолкли, увидев ее. Сюда обычно не заезжали такие автомобили, и местные жители начали шептаться между собой. Кто-то из стариков сказал, что это, наверное, какой-то важный человек, но никто не знал точно. Неожиданно из машины вышел высокий мужчина в форме. Это был генерал полиции, прямо с командного состава, в полном облачении. Он был с серьезным выражением лица и пошел прямо к дому Прасковьи Петровны. Всю ночь на следующий день деревня не могла прийти в себя от шока. Оказавшись перед старушкой, генерал поздоровался с ней, выразил благодарность за ее воспитание и честность, а затем пригласил ее в свой дом. Он был ее сыном, и никто, кроме самой Прасковьи, не знал об этом. Оказавшись в доме, он рассказал всем, кто он такой. Прасковья Петровна никогда не хвасталась своим сыном, никогда не рассказывала о том, как тяжело ей было, когда он уезжал в большой город, чтобы сделать карьеру. Она пережила все тяготы жизни, но всегда гордилась им молча. Мало кто знал, что ее сын, который стал генералом полиции, служил честно и от души. Он был одним из самых уважаемых в своей профессии, и теперь пришел, чтобы забрать свою мать из одиночества. Весть о генерале быстро разнеслась по деревне. Удивленные и растерянные жители начали снимать шляпы и опускаться на колени перед старушкой, прося прощения за все те годы, когда смеялись и издевались над ней. Мужчины, которые когда-то называли ее «старая ведьма», теперь становились на колени, извиняясь за свою грубость. Женщины, которые ее избегали, теперь краснели и просили прощения, осознавая свою жестокость. Прасковья Петровна лишь молча смотрела на них, не ожидая такой перемены. Но в ее глазах не было злости, только легкая печаль. Она не нуждалась в извинениях, ей было все равно, что думали о ней эти люди. Главное, что она была горда за своего сына, и теперь она могла вернуться к нему. С того дня жители деревни начали смотреть на нее по-другому. Она стала символом того, что за внешней простотой и скромностью может скрываться настоящая сила. И хотя она так и не стала для всех любимой, у нее появилась своя особенная гордость. Она больше не была просто старухой в глазах этих людей. Она была матерью генерала полиции. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.